Друзья, вот такой вот H96 Max X4, казалось бы, на Imlogic S905 X4, но нет, это фейковый ТВ-бокс, фейковый процессор. И на чем базируются наши доказательства, мы с вами разберем в данном обзоре этого ТВ-бокса на канале Технозон. Поехали! Вы видели, сколько продается сейчас этих H96 Max X4 на Алиэкспрессе? Это какой-то мрак. При том, что на момент съемки этого видео S905 X4 получила всего лишь две конторы. Это VideoStrong, которая производит Mikulka M6 на сертифицированном Android TV, на Android TV 10. И получил Verizon, это американская контора, которая, конечно же, производит это все в Китае, но они тоже на сертифицированном Android TV 10. Но что же тогда здесь? И очень многие ставили под сомнение, что здесь есть 905 X4 процессор. Почему? Рассказываю сразу. Ну и мы его, в принципе, уже получили. У нас был стрим, и вот я специально делаю этот выпуск, короткий вариант этого стрима с более такими вескими аргументами. Так вот, мы заходим на любую страницу продажи, мы видим, что базовая версия у нас стоит 43 бакса. Это 2 на 16, 48, 4 на 32. И мало того, они же заявляются, что здесь у них Android 10, смотрите, они пишут конкретно Android 10, 8K, Imlogic S905 X4. То есть все вроде бы красиво, но нигде в упоминании, в описании данных ТВ-боксов нет AV1 кодека. И самое интересное, что они очень аккуратненько обошли частоту процессора. Почему? Да потому что вы увидите дальше. Смотрите, то есть нигде есть только упоминание Android 10, нигде нет ни AV1 кодека, ни частоты процессора, ни версии HDMI. Это тоже немаловажный вопрос. Почему? Потому что платформа S905 X4 имеет версию HDMI 2.1. Плюс все те ТВ-боксы, которые выходят на 905 X4, они в основном ориентированы уже на Wi-Fi 6. Ну и да ладно, там можно и Wi-Fi 5 ставить, мы к этому не придираемся. И сейчас многие скажут: Бабл, ну как-то ты вот несправедлив, у тебя нет доказательств, и доказать действительно очень тяжело. Мы вам сейчас показываем пару фотографий. Мы уже разбирали данный ТВ-бокс в прямом эфире. Ссылочка на прямой эфир лежит в описании под видео. И там действительно даже чип имеет маркировку S905X4. То есть доказать, что это не S905X4, будет крайне трудно. Это будет действительно тяжело сделать. То есть мы вас предупреждаем, что скорее всего вы компенсацию за данный ТВ-бокс не получите. Потому что обычно Алиэкспресс, маркировка есть, все остальное там уже к производителю вопросы. Не к Алиэкспрессу, и диспут вы уже не откроете. Ссылка в описании под видео, если вам интересно, почем они продаются. Ну и, конечно, подписываемся на канал, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши вот такие вот самые правдивые обзоры, а также участвовать в розыгрыше ценных призов подарков. На момент съемки этого видео это Sony PlayStation 5. Мать его, Sony PlayStation 5. Крутой розыгрыш. Одну мы разыграли, вторая вот сейчас разыгрывается. Но если там уже не будет этой PS5, то там будет приз не менее интересный, чем PS5. В общем-то, а мы поехали работать с доказательной базой. Смотрите, мы сейчас с вами на ТВ-боксе. Дело в том, что я это уже тоже показывал на стриме. Первое, что настораживает, это то, что у нас здесь не Android 10. Давайте сразу я вам покажу, в чем у нас момент перебивки. Если мы зайдем в настройки устройства, то увидим, что у нас написана версия Android 10. Если вы думаете, что невозможно подправить, это делается при наличии root прав вот так вот, знаете, за 5 минут, модифицируя файлик build.prop, который есть в системном разделе. Плюс там написано H96 Max X3. Но что нас настораживает? Настораживает сразу же. Если мы зайдем в AIDA 64, мы видим все тот же Max X4, все нормально. Центральный процессор у нас 1,9 ГГц. Не 2 ГГц базовой частоты, с которой должен быть Max X, вернее 905 X4. То есть это первое, что насторожило. Плюс у нас написано ревизия центрального процессора R1P0.
Ну ладно, она, возможно, такая же будет и в этом, поэтому мы будем копать глубже. Если вы зайдете в отображение, вы не увидите ничего нового. Пока что настолько различия в частоте процессора. Пока что. А вот теперь мы опускаемся до версии Android. И AIDA 64 очень точно определяет версию Android по уровню доступного API. А API обмануть невозможно. То есть он либо поддерживается, либо нет. Так вот, Android 10 это API 29. Здесь стоит 28. То есть по сути уже здесь есть обман в том, что изменена версия Android. То есть мы с вами видим, что версия Android уже не 10, а 9. Окей. Что еще у нас пойдет в расхождение? У нас в расхождение идут кодеки, потому что нет поддержки кодека AV1. Вот мы сейчас пролистаем все. Здесь есть VC1. Возможно, они пытались таким образом, надеялись на то, что таким образом мы там где-то увидим единицу или AVC и подумаем, что там есть AV1, хотя они его заблаговременно нигде на картинках не указали. То есть это такая подделка классного высшего уровня. То есть можно, конечно же, всегда сказать, что выйдет новая прошивка и будет поддержка. Но мы столкнулись с тем, что как определить у нас версию проца. Мы обратились к разработчикам Core Elec. Вы все знают, что такое Core Elec, Libre Elec. Это мы конкретно обратились к разработчикам Core Elec, потому что они конкретно специализируются на процессорах AMLogic. Итак, я вам читаю переписку, он мне разрешил скрины выкладывать. Привет, есть вопрос. Пришел H96 Max X4, как можно достоверно понять, какой проц? Там 1.9 на Android 9, нет ни AV1, CPU-инфо в терминале выдает архитектуру 7, а 905 X4 выдает архитектуру 8. И мы это на стриме показывали. Мы сейчас этого не будем показывать, мы покажем чуть-чуть другое. Дело в том, что он берет инфо из ядра, а как понять, какой проц? Он мне дал команды, понятное дело, мы их и так знали, и он пишет, что серийник даст о том, какой процессор. Я его спросил, есть ли база по серийникам, просто вечером смогу посмотреть, он пишет, по новым нет, но если начало 32, то S905X4. Мы покопались в сорсах некоторых и нашли, как должны выглядеть серийники на разные типы процессоров. Так вот, S905X3 это 0X2B, а S905X4 это 0, не X, а множитель 32. Но как нам получить серийник? Мы обратились с этим вопросом в терминал. Но тут еще самое главное доказательство вылезет. Я вам сейчас это все покажу. То есть мы загрузили Termux. И давайте поехали. Cat proc CPU info. Та-дам! И нам выдало инфо по процессору. Первое, что вы видите, это здесь 4 ядра. И мы здесь замечаем, в чем отличие у нас 905X3 от 905X4. Архитектура CPU 7, это в 905X3. И серийник, который начинается 2B. Это значит 0, множитель, и вот идет дальше серийник 2B. Пожалуйста, мы идем с вами в базу и смотрим, что это 0,2B. Это S905X3. Если вы попросите меня показать, что же показывает серийник на 905X4, то у меня есть такая фотография. Буквально сделал ее, когда тестировал Mikulka M6 на реальном процессоре AMLogic S905X4. И мы здесь видим конкретный серийник. Вот, пожалуйста, я его даже отмечу красным. 0,3,2, то есть, 3,2,0 это и 0x, множитель 3,2. И плюс у нас архитектура CPU 8. Вот я даже сейчас отмечу более. Вот, архитектура CPU 8, пожалуйста. И уже на остальные мы отличия смотреть не будем. То есть у нас уже есть доказательства того, что это 905X4. Но это не все. Это не все. У нас есть самое главное доказательство. И их даже есть два. То есть мы, когда общались потом опять с тем же разработчиком Core Elec, мы вот, пожалуйста, скинули ему скрины, которые получили, скриншоты. И он нам написал, что это S905X3. Пишу, отлично, спасибо. Он написал, да, там засунули SM1, но это кодовое значение обозвали, X4. Пишу, фейк. Он пишет, на самом боксе тоже X4 написано. Я говорю, да. То есть люди даже не видели этот еще TV-бокс, но уже по серийным номерам было понятно. Мы, конечно же, им показали, как это выглядит. То есть это выглядит таким образом. У него сзади действительно написано S905X4.
Но у нас есть классное доказательство. Сейчас нам приходится скрывать контакт человека из Китая. Вы видите, начинается он на плюс 86, это китайские номера. Это представитель конгломерата ритейлеров, которые есть на Алиэкспрессе, которые закупили эти боксы. Когда я с ним переговорил и сказал, что это фейк, у нас с ним был долгий диалог. Я ему задаю вопрос буквально сегодня с утра, на 6:40 утра было, у них уже рабочий день. Я его спросил, звонил ли ты, он мне пообещал позвонить боссу H96, он пишет, да, уже позвонил. Я написал, создатель Core Elect, так написал, сказал, что это не X4, он получил серийный номер от меня. То есть мы видим то, что мы видим, и он видит то же самое. И тут нам китаец просто-напросто выдает, он про директора H96, босса, он просто хотел побольше покупателей. И после получения чипа 905X4 чип бы изменился. Я пишу, то есть он знал, и он пишет, с матами пишет, да, очень плохой человек. То есть у нас есть признание, фактически оно косвенное, но этому человеку у меня нет оснований не доверять, потому что мы с ним ведем очень долго дела, и по сути он узнал от этого босса H96 о том, что данная приставка полный фейк. И вы должны понимать, что на текущий момент вот это вот говно, а называть мы его будем своими именами, покупать ни в коем случае нельзя. То есть вы получите по сути обыкновенный H96 Max X3 с перебитой прошивкой на Android 10 и с перемаркированным процессором, при этом профессионально перемаркированным. И открыв потом диспут, вы никогда не докажете, что это фейк. Потому что AliExpress станет на сторону продавца, потому что там есть все маркировки. А в таких технических подробностях AliExpress разбираться не будет. Так что, ребят, мы категорически не рекомендуем данный H96 Max X4. Мы его оставляем себе в качестве доказательной базы. Ни о какой продаже дальнейшей, ни о каких рекомендациях данного ТВ-бокса в дальнейшем мы вести разговор не будем. И вам не советуем сейчас обращать внимание на этот ТВ-бокс, если вы не хотите потерять свои деньги. Поэтому есть как есть, рассказываем всю правду. Это для того, чтобы вы не смотрели этот полный стрим. Он у нас, вот видите, работает в разобранном виде. Кстати, сделан припохабно. Вот этот вот радиатор, давайте вот я сейчас отключу. Этот радиатор приклеен на обыкновенный скотч. Кстати, вот я его отодрал. Отдирается он просто руками на обыкновенный скотч, и здесь есть Amlogic S905X4, а скотч действительно самый обыкновенный двухсторонний скотч. Я, честно говоря, такое вижу первый раз. Это не термоскотч, просто термоскотч имеет другие немножко свойства. Этот скатывается под воздействием температуры, полное какое-то Г. Поэтому, ребят, если вам нравится, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет пальцев вниз, обязательно подписываемся. С вами был Bubble и вот такая вот фуфляндия на канале Технозон. Пока.